Всем привет! Сегодня мы с вами посмотрим очень интересную тему. Я такой не встречал еще. Мамочка для своего мужика. Итак, давайте в долгий ящик откладывать не будем. Все, что вам хочется найти, узнать, услышать, это все в закрепленном комментарии или в описании к видео. То есть ссылка на Бусти, там, где проживание, там, где эзотерическая библиотека и многое-многое другое. И давайте начнем. Единички. Как всегда, передо мной бумажка с вопросами, вопроса 3. И первый вопрос: откуда в тебе взялась вот эта роль мамочки-спасительницы для взрослых мужиков? Знаешь, она по картам вот взялась из того времени, когда ты осталась одна на один с собой, в полной тишине, в полной пустоте, без поддержки. И вот вместо того, чтобы тонуть в этом, ты сама зажгла внутри себя огонь такой силы, что прям вот аж жопа подгорела. То есть взяла инициативу в свои руки и решила, что дальше ты будешь той, кто вот все организует, всех из ямы вытаскивает, потому что вот в тот момент одиночества ты поняла, что никто не придет. И сама стала своим собственным спасателем. Ну а потом, конечно, перенесла это все на других, особенно на мужиков, чтобы заполнить пустоту внутри активными действиями какими-то помогательными, да, заботой. Короче, ты выросла в такой ситуации, где родители или окружение оставили тебя один на один разбираться вот с хаосом самостоятельно. И ты научилась выживать, беря контроль через помощь другим, потому что это давало тебе ощущение, что ты жива и нужна. И теперь вот это все автоматическая реакция. То есть видишь слабого мужика, сразу кидаешься его поднимать. Как будто спасаешь вот саму себя из той же дыры, в которой раньше сидела. В детстве или юности у тебя период был, вот когда семья разваливалась. Отец или мать пропали эмоционально для тебя. И ты одна тянула младших или домашку. И вместо жалости к себе ты сказала: я сама все сделаю, да, я сама все зажгу. Взяла первый шаг, организовала там ужин, утешила кого-то, и это сработало. Дало вот этот всплеск энергии. И вот с тех пор твоя психика, она вот фиксирует, что забота о других — это равно, что твоя сила и выход из изоляции. И ты не боишься одиночества на словах, а внутри оно жжет. И роль мамочки — это твой способ развеять его. Ты берешь на себя все, чтобы партнер не ушел твой, потому что у тебя убеждение «я забочусь, меня держат», оно намертво въелось. И это не страх, что тебя бросят, да, напрямую, а это чистая привычка выживать через инициативу спасения, где ты становишься лидером в отношениях. Но на деле, ты знаешь, ты лишаешь его кукаек, потому что сама не даешь ему проявить свою силу. И продолжаешь тащить, как вот в том, вот, который был у тебя одиночный период, когда ты могла зажечь искру, и вот это твой корень. И он мощный, потому что из него родилась твоя сила внутренняя. Но, знаешь,
Пришла ж пора понять, что ты уже не одна. И эта роль, она держит тебя в прошлом, где единственный выход был спасти всех вокруг себя, чтобы спасти себя. И ситуация, она доводится до конца, что вот каждый раз, когда ты лезешь мамочкой к новому мужчине, просто вспоминай момент одиночества, где ты зажгла свой огонь, и скажи себе: я вот уже спасла себя тогда, да, теперь пусть он зажжет свой огонек. Потому что ты не обязана всем вот этот огонек зажигать. И это разорвет цикл. Ты увидишь, как мужики сами встанут на ноги рядом с тобой. Потому что твоя забота из того корня, она была спасением для тебя, но не для них, понимаешь? И пора отпустить ее. Что на самом деле ты получаешь, когда вот полностью берешь на себя контроль и заботу о мужике? Ну, знаешь, ты на самом деле огромный кайф получаешь от того, что ты стоишь, как говорится, на вершине холма и смотришь на весь мир, который вот у тебя внизу. И планируешь все пути, горизонты, но ты это все через призму эмоциональных связей своих воспринимаешь, где ты в центре компании, и все вокруг радуются твоим усилиям. И это дает тебе чистое чувство принадлежности, да и радости, потому что твоя скрытая выгода, она в ощущении, что ты хозяйка будущего. А он — это просто часть твоего большого плана, где забота маскирует твой вот этот амбициозный взгляд на жизнь. И ты собираешь вокруг себя круг поддержки, где вот все хлопают тебе за то, что ты всех собрала и оживила. И это не просто нужность, это вот настоящая эмоциональная вечеринка внутри, где контроль дает тебе уверенность в завтрашнем дне. И ты избегаешь вот близости настоящей, потому что вместо глубокого союза с мужиком ты строишь поверхностные связи радости, где вот все довольны, но он остается инфантильным. А ты королевой этого мира. Мужика встречаешь, который немного потерян, да, в жизни, сразу берешь его под крыло. Готовишь, планируешь отпуск, там звонишь, там друзьям устраиваешь, и опа-на, все вокруг в восторге, друзья, подруги говорят, какая ты молодец, без тебя бы он никак. И он на тебя тоже с обожанием смотрит. И ты чувствуешь вот этот прилив, как будто ты стоишь вот с глобусом в руках и выбираешь, куда дальше пойти. Ну, на деле это выгода, знаешь, в виде вот этого праздника эмоций, где твоя сила, она подтверждается аплодисментами вот этих людей. И ты сильная, да, но только потому, что ты держишь всех в своих планах. И это потому, что подтверждает для тебя: я все могу. Потому что видишь четкий путь вперед, полной радости, связи, без риска и так далее. Еще выгода такая, что вот эта забота, она дает тебе иллюзию контроля над будущим. Ты планируешь не только его день, но и вашу общую жизнь, собираешь там подруг, команду, которые подтверждают твою правоту. И это держит тебя в зоне комфорта, где близость, она не пугает, потому что она групповая, а не один на один. И ситуация доводится, что каждый раз после такого спасения ты просыпаешься с ощущением: «Я королева, все счастливы, будущее мое». Но в итоге мужик через время, он не растет, потому что твоя выгода в том, чтобы держать его в роли нуждающегося, получая дозу своего праздника и планирования. Это твой эмоциональный вот этот вот наркотик, я бы сказал, где контроль равно радости общества. И пока ты там не увидишь, что настоящая сила, она в равном партнерстве, в равных отношениях, без твоего тотального плана, ты будешь повторять вот это все. Но
Это же дает тебе реальную энергию сейчас, понимаешь? А мужик-то расти не будет. Вот свою энергию просто перенаправь на себя, чтобы праздновать свою независимость, а не его зависимость от твоей заботы, понимаешь? Как отпустить эту роль и мужику разрешить стать взрослым рядом с тобой, в смысле? Ну, знаешь, чтобы роль мамочки вот эту отпустить, нужно прямо сейчас сделать выбор в пользу настоящих отношений, где ты стоишь в полной эмоциональной зрелости, открывая свои интуиции и так далее. Но теперь не направляя ее там на одностороннюю заботу, понимаешь? А на равный обмен направляй. То есть вот садишься с ним вечером за стол, да, и говоришь открыто: «Я тебя люблю, но с этого момента ты сам берешь ответственность за свои дела, особенно за свои кредиты и так далее. А я учусь принимать твою заботу обо мне». И внутри себя выбирай каждый день видеть в нем равного себе партнера, а не ребенка, воплощая свою вот эту королевскую эмоциональную силу. И это создаст гармоничный союз, где границы четкие. И ты наконец-то получаешь, а не только отдаешь. Понимаешь? Вот в следующий раз он там забудет что-то важное, да? Типа там за электричество заплатить, планы на вечер, неважно. И вместо того, чтобы кинуться спасать, дышишь глубоко, чувствуешь свою внутреннюю королеву, которая знает свою ценность, и говоришь: «Разберись сам, а вечером расскажи, как справился, и я тебя обниму еще», добавь. И вот он делает шаг, берет ответственность, там звонит, организует, а ты принимаешь это с теплом, не вмешиваясь. И через неделю вы уже планируете все вместе на равных. Понимаешь? И дарить цветы он тебе будет, или даже ужин приготовит, потому что он будет видеть в тебе женщину, а не мамочку свою. Понимаешь? Больше никак. Ты не должна все тащить и всех спасать. Давайте перейдем ко второму варианту. А у двоечек даже трактовать не нужно. Первый вопрос у нас: откуда в тебе эта роль взялась, мамочки-спасительницы? Она у тебя из детства взялась. Потому что ты научилась вот создавать вокруг полный уют, полный порядок, потому что ты видела, как это приносит настоящую гармонию. Короче, ты выросла вот в семье, где твоя мама, бабушка всегда были вот этой самой опорой, которая кормила, оберегала, в доме все устраивала так, что вот все чувствовали себя хорошо, безопасности и жизнь довольной. И семеро, как говорится, по лавкам. И ты впитала это на все 100, становясь такой же практичной, такой же щедрой, потому что именно через эту заботу ты ощущала себя полной и цельной. Как будто вот, знаешь, вот как будто вот весь мир вокруг твоей жизни, он замкнулся в этом тепле, которое сейчас ты раздаешь направо и налево. Это не страх одиночества, нет. Это, знаешь, это чистая сила твоей натуры, которая знает, что давая от себя там стабильности и так далее, ты получаешь обратно ощущение, что вот все на своих местах. Все довольны, все сыты, никто без дела не болтается. И ты сама в центре вот этого успеха, потому что твои корни именно в этой модели, где вот забота — это ключ к долгому процветанию. Вот, как сказать,
У тебя желание, чтобы вот мир вокруг расцветал, как рай. Много изобилия, много покоя, и вот это твоя суперсила. Потому что ты не жертва, ты вот хранительница, которая с пеленок понимала, что мир крутится вокруг твоей способности вот этот уют создавать. И теперь в отношениях ты это повторяешь, чтобы мужик чувствовал себя королем в твоем королевстве. А ты тот, кто довела все до идеального финала, где вот каждый на своем месте, и каждый улыбается и счастлив. И тут нет там хаоса и так далее. Знаешь, твоя забота, она закрывает двери к хаосу, делая жизнь там победной, цельной. И ты права на все 100, потому что вот этот корень, он дает тебе ощущение, что ты исход всего контролируешь. И мужики липнут к тебе именно вот за это тепло и завершенность, которую ты даришь. И дальше это только крепнет, потому что твоя роль, она не случайна. Она выстроена вот на реальном опыте успеха. Понимаешь? То есть это работает, и это твой золотой билет. Он из детства, где ты научилась быть центром стабильности. Что на самом деле получаешь ты, когда контроль и заботу о мужике берешь? Ну, ты на самом деле получаешь фальшивую картинку стабильного дома и фальшивую картинку праздника, где все вроде бы там на своих местах, все в ладошки хлопают, все радостные, холеные, лилёные, но внутри тебя это вызывает полную апатию и скуку, потому что, потому что ты сидишь на твоем вот этом троне, да, игнорируя настоящие возможности для равной близости. То есть выгода, она твоя в том, что ты создаешь иллюзию идеального гнезда, где мужик доволен, ты в центре, все твои заслуги отмечают и хлопают в ладоши. Но на самом деле ты просто застреваешь в этой рутине, где просто ничего не меняется. И тебе внутри глубоко в душе хреново от этой, как сказать, неподвижности. Потому что контроль дает тебе видимость праздника и уюта, но ты пропускаешь мимо реальные шансы на что-то живое. И вот ты тратишь силы на то, чтобы мужик был счастлив в твоем мире, да? А сама сидишь с кислой миной на лице. Потому что внутри пусто. И эта выгода, она чисто про то, что ты избегаешь настоящего, вот этого, настоящих отношений, предпочитая быть, как говорится, главной хозяйкой, которая все решает, вместо того, чтобы делить радость поровну. И в итоге я все тяну, но цена — твоя собственная тоска. Потому что мужчина, он становится частью декораций твоего праздника, а не равным. И ты сидишь, уставилась в одну точку, и не видишь, как мимо пролетают варианты там настоящей страсти, настоящего роста. То есть это ловушка, где стабильность дома маскирует твою внутреннюю скуку, и ты за нее держишься, потому что боишься потерять статус той, которая, как сказать, без которой все развалится. На самом деле ты просто себя тормозишь, получая жалкие крохи в виде его благодарности, пока сама чахнешь в этой апатии. И мужик остается инфантильным, потому что ты ему шанса не даешь на ноги встать. А выгода твоя в этом контроле, который тебя держит в этой зоне комфорта, это то, что праздник повторяется для других, а ты в стороне с пустотой внутри. Это будет продолжаться, пока ты не поймешь, что сила твоя на самом деле, она съедает твою радость, потому что забота в клетку превращается для вас обоих. И ты получаешь только, поверхность отношений, игнорируя глубину, где могла бы быть настоящая связь. Но ты выбираешь апатию вместо удобства.
Как роль эту отпустить и мужику позволить быть взрослым дяденькой рядом с тобой? Знаешь, знаешь, нужна роль мамочки отпустить, это понятно. И мужику, знаешь, тебе нужно, тебе нужно вот прямо сейчас сфокусироваться на строительстве долгой семейной стабильности, где вы оба вкладываете в общее наследие. Еще раз повторяюсь, оба, одинаково оба. И вот нужно отпустить вот эти сожаления о потерянных шансах. В общем, смотри, первый шаг – это перестань бежать с помощью. Садись с ним за один стол и говори четко. Например, там, с сегодняшнего дня ты сам свои дела решаешь, а я ответственность беру только там за свое. И начинай получать от него заботу на деле. Например, там, пусть он ужин планирует, или там денежные вопросы решает, а ты просто говори там спасибо, да, и наслаждайся, потому что это приведет вас к настоящему семейному богатству, где нет места твоим вот этим старым разочарованиям. Понимаешь? Ты на себя обязанности взвалила. Вот знаешь, чтобы в будущем напоминать ему про счета, про то, что ты делала. Понимаешь? Но это, от этого пользы не будет. Он скажет, ну да, молодец. Вместо этого инвестируй в совместные цели. Например, там дом, покупка, да, квартира, общие планы на год, там где отдыхать будете. И вот это все вместе одинаково. Понимаешь? Десятка, она показывает успех через равные узы. А пятерка научит не ныть о прошлом, а ценить настоящее. Поэтому действуй. Вот на этой неделе отдай ему один свой спасательный пункт. Скажи, сделай сам, я тебе доверяю. И чувствуй, как он вырастает. А ты наконец-то будешь дышать свободно, получая заботу обратно. И ваши отношения, они просто вот фазу перейдут настоящих отношений, где семья крепнет от общих усилий, а не только от твоих. Без твоего вот этого гиперконтроля. И просто увидишь, как он берет ответственность, а ты наслаждаешься ролью равной женщины. Понимаешь? Когда вы богатство строить вместе будут. И все потери уйдут, потому что фокус будет на долгосрочном успехе. И он сотрет грусть. Вы станете командой, где каждый взрослый, никто не мамочка, никто не папочка. Что-то какой-то второй вариант, очень какофония получилась. Но если тебе расклад, ты все поняла. Итак, давайте пойдем к третьему варианту. А у троечек даже ничего трактовать-то не нужно. Откуда роль мамочки-спасательницы взялась у тебя? Она тут даже, говорю, трактовать не нужно. С детства ты научилась своей интуицией ловить даже, как сказать, вот мелкие колебания вокруг и жонглировать ими, чтобы никто не рухнул, потому что в твоей семье всегда полный бардак с балансом был. То есть один родитель вечно в кризисе, а другой не справлялся. И ты впитала вот эту жуткую внутреннюю тишину, где подсознание тебе говорит, только я могу удержать все в равновесии, иначе будет полная жопа. В итоге ты видела, как хаос рушит людей и так далее, и решила, что твоя интуиция – это суперсила, которая спасает от одиночества. Потому что если ты будешь предугадывать нужды и подстраиваться под каждое движение, то тебя точно не кинут.
и никто не уйдет в никуда. И это пошло из вот этой модели, где у тебя мама или бабушка всегда брала на себя весь вот этот танец с обязанностями, чтобы семья не разлетелась. И ты впитала это. И теперь ты в отношениях один в один, как повторяешь, встречаешь мужика, который слегка нестабилен, и сразу включаешь режим, надо его накормить, надо его одеть, надо все распланировать и так далее и тому подобное. Потому что у тебя внутри установка сидит, я должна быть той, кто держит равновесие, иначе меня на обочине бросят. В детстве ты там с домашкой, да, с домашней работой жонглировала, заботой о младших, своими чувствами, чтобы родители не разводились или не ссорились. Вот это оно и есть. Твой корень. Это, знаешь, чистый механизм выживания, где твоя интуиция на чужие слабости, она стала твоим щитом от брошенности. И ты не просто заботишься, нет, ты создаешь зависимость, потому что ты боишься той пустоты, где никто не нуждается в твоей спасательной вот этой жонглировке, если есть такое слово. И это продолжается. Каждый новый мужик попадает в эту сеть, где ты интуицией чуешь его слабые места, да, там, например, деньги шатаются, работа не клеится, и сразу контроль берешь, чтобы почувствовать себя незаменимой. Ну, слушай, это не случайность, это прямая твоя родительская модель, где слабый лидер в семье, он заставил тебя стать балансировщицей вот этой. И теперь мужиков ты кастрируешь именно так. Делаешь их вечными мальчиками, потому что ты сама боишься потерять эту роль. Короче, в общем, отпустить корень, значит признать, что эта интуиция не для спасения других, а для твоего страха одиночества. И пока ты жонглируешь за двоих, настоящая близость, она не будет строиться, нет. Ты же выросла с убеждением «забота равно безопасность». И оно тянет тебя в эту ловушку и снова, и снова, и снова, где вот каждый раз ты повторяешь вот этот сценарий с детства. Берешь на себя весь груз, чтобы не чувствовать себя брошенным. Ну, это конфликт твой внутренний, прям в чистом виде. Хочешь равного себе партнера мужика, да? Но подсознание кричит «балансируй, избивайся или погибнешь одна». И вся вот эта роль — это не доброта, нет, это защитный механизм из вот этой детской нестабильности, где ты первая научилась держать все в руках. Что на самом деле ты от этого получаешь? Знаешь, жуткий крах ты будешь, как сказать. Вот как сказать-то, блин, ты получаешь всегда жуткий крах. Вот в конце всегда пипец. Я вот подбираю слова без мата. Знаешь, у тебя получение вот этого ощущения, что якорь, который как будто тебе делает, как сказать, как будто тебя вот королевой стабильности делает. То есть ты хватаешь груз в виде вот этих новых возможностей и так далее, деньги, дом, все под контролем, и думаешь, я сильная, я все могу. Но это иллюзия, которая кончается полным развалом всего. То есть ты получаешь выгоду в виде там подтверждения своей нужности, мужик становится зависимым, ты его кормишь, за него платишь, проблемы его решаешь. И внутри теплеет от мысли, без меня он пропадет. Это твой вот способ избежать настоящей близости, где он мог бы он заботиться о тебе. Но правда знаешь какая? Это все к десятке мечей идет. Это полный крах отношений без возможности восстановления. Потому что твоя забота его кукайки обрезает. Он силу теряет. Вы оба тонете в этой рутине. И все рушится. Он уходит или предает, а ты, как говорится, в руинах с разбитым сердцем.
Причем не мелкие ссоры, а реально расстаетесь навсегда, постоянно. Ты получаешь иллюзию безопасности через материальный контроль. Новый шанс там на идеальный быт, где ты главное, но выгода, скрытая в том, что это избавляет тебя от уязвимости, от необходимости просить самой заботу. То есть, когда ты в мужика инвестируешь как в новый свой проект, да, туза пентаклей, то вот это вот еду готовишь, деньги считаешь, тащишь его карьеру, чувствуешь себя всемогущей, но это всегда заканчивается предательством и болью, потому что он не растет, а ты выгораешь до дна. И твоя выгода — это чувство превосходства на время отношений, я имею в виду. Я все тяну, понимаешь? И пока ты контролируешь, ты избегаешь вот этого риска отвержения. Но цена — полный пипец, где отношения просто добиваются ударом в твою же спину. Берешь контроль, чтобы подтвердить, что ты незаменима, но на деле ты сеешь семена краха, мужик слабеет. Ты тратишь все силы на его стабильность, а потом он сбегает к той, кто не мамочка. И ты остаешься, как говорится, с ножами в сердце. И в итоге у тебя, знаешь, за время ваших отношений краткий кайф от нужности. Но истинная выгода в избегании равенства, где пришлось бы делить ответственность. И вместо этого ты выбираешь роль мученицы, которая, как говорится, кончается полным поражением. И это повторяется всегда. Новый мужик, ты вливаешь ресурсы свои, жонглируешь его жизнью, чувствуешь силу, как твоя доза, да, но все равно закрывается все крахом. Разрыв, скандал, одиночество. Выгода твоя скрытая — это самобичевание через контроль, чтобы не сталкиваться с реальной близостью. И оно всегда тебя бьет, как говорится, бумерангом в виде конца всему. И вот у тебя вот такой сценарий как называется? Карусель такая, вот такого сценария, такой цикл. То есть мужик, вливаешься в него, управляешь им, получаешь вот этот кайф, то, что ты силу чувствуешь, он уходит. И вот так вот круговорот мужиков в природе. Как отпустить эту роль? И мужику позволить быть взрослым рядом с тобой. Знаешь, чтобы отпустить роль вот этой мамочки, нужно рвануть вперед прям с полной скоростью. Я имею в виду в коммуникации, да, и использовать свою вот эту внутреннюю силу мастера. То есть, объясню по-другому. Садись сейчас и говори ему все на чистоту. Быстрыми, четкими словами, без намеков, без оправданий, типа «я больше твои счета не беру. Решай сам или вали». Понимаешь? То есть, взрывная прямая беседа — первый твой шаг. Позвони ему, напиши, там, встреться и вывали. Хватит, я не твоя нянька, бери свою жизнь в свои руки. Понимаешь, то есть, там, готовь ужин, заботься обо мне, деньги думай, где достать. И не жди, пока он оклемается. Дави скоростью. То есть, твои планы на неделю, где мы там в воскресенье будем. Ты маг. У тебя все инструменты, там воля, инициатива, поэтому создавай новые паттерны. Перестань предугадывать его нужды, пусть он сам справляется и проявляется. И получай заботу от него, начиная с мелочи, типа вот сегодня ты платишь и ресторан выбираешь, да, или там кафе, или там сегодня ты покупаешь продукты и готовишь сегодня. Это принесет быстрый прогресс. Отношения ускорятся, он вырастет, потому что твоя сила, она его разбудит. И вы построите равные взрослые связи, где оба в деле. Понимаешь? Отпускай спасательство через действие. Вот эти, перечисли ему вот все твои мамкины привычки и скажи: это кончилось.
Теперь твоя очередь вести. Я, как говорится, в нашем танец. В нашем танго была ведущая, теперь веди ты. Понимаешь? И внутри говори самой себе: я достойна мужика, который тянет свою часть ноши. Знаешь, вот восьмерка жезлов, она дает тебе эту молниеносную энергию. То есть не тяни, делай сразу. Там утренний разговор, вечерний план, где он отвечает там за еду, за отдых. И смотри, как он превращается в мужика. Ты научишься получать заботу, потому что перестанешь отдавать первый. И это будет баланс. Он берет ответственность, ты расслабляешься, отношения летят вперед без тормозов. Конкретный план — это ежедневные быстрые инструкции ему. Типа: сегодня ты решаешь проблему такую-то, я жду твоего плана. Понимаешь? Используй вот эту силу свою магическую убеждения, чтобы он поверил в себя. И через неделю-другую ты там увидишь уже изменения. Он будет взрослым, а ты равная. Никаких вот этих кастраций. Это твой путь к свободе. Понимаешь? Действуй и всегда помни, что дед с тобой рядом.